История развития социальной сети ВКонтакте, пожалуй, уникальна. Еще ни один интернет-проект в России, а может быть и во всем мире, не считая Фейсбука, не набирал посещаемость такими невообразимыми темпами. Если такие лидеры трафика, как Яндекс.ру и Mail.ru, набирали свою популярность за десятилетия, то социальная сеть ВКонтакте уже через 2 года вошла в 5 самых посещаемых ресурсов Рунета, обогнав таких гигантов, как Рамблер, LiveJournal, LiveInternet и другие. Ну, а теперь сама история создания ВКонтакте и основные этапы развития компании. Альфа-версия социальной сети ВКонтакте начала функционировать летом 2006 года. Его главному разработчику Павлу Дурову на тот момент было почти 22 года. С сентября началось бета-тестирование, использование готовой версии для выявления ошибок перед окончательным выходом. 1 октября 2006 года зарегистрирован домен вконтакте.ру, а официальным днем запуска стало 10 октября. На сайте durov.com было размещено сообщение об открытии новой базы данных, анкет студентов и выпускников и изображение страницы Павла Дурова. Это сообщение висит на сайте и по сей день. Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, имеющие приглашение под настоящим именем и фамилией. На этот момент уже работали основные сервисы: поиск, возможность настроек профиля, выбор места учебы, личные сообщения, фотоальбомы. Новшеством для Рунета стала возможность отмечать людей на фотографиях. Через 1,5 месяца регистрация стала открытой, и началась рекламная кампания для увеличения числа пользователей. Ход, предпринятый для привлечения новой аудитории, оказался очень удачным. Конкурс по приглашению друзей в сеть с призами от Apple сделал сайт еще более известным. Хотя и без этого его популярность росла лавинообразно, ведь стоило кому-нибудь из группы студентов или друзей зарегистрироваться на сайте, как через пару дней там были все остальные. Всего за несколько недель нагрузка превысила возможности сервера, и пришлось наращивать мощность. Уже в январе ресурс по скорости роста вошел в 50 самых перспективных сайтов Рунета. В 2007 году он уже один из 5 наиболее посещаемых. 5 ноября зарегистрировался 3-миллионный пользователь, и к концу года ВКонтакте уступает только Mail.ru. В конце 2010 года число пользователей приблизилось к отметке 100 миллионов. По мере того, как ресурс набирал обороты, наращивая количество пользователей и добавляя новые функции, ему требовалось все больше денег на закупку и поддержку новых серверов, на расширение штата сотрудников. Нужные суммы начислялись миллионами долларов. Владельцы ВКонтакте получали множество предложений о покупке и в конце концов выбрали фонд Digital Sky Technologies, который получил 24,99% акций ВКонтакте за $16,5 миллионов. С самого начала сайт позиционировался как ориентированный исключительно на пользователя для максимального удобства поиска и поддержания связи между людьми и воздерживался от рекламы. Однако вскоре стало ясно, что откладывать получение дохода при всех увеличивающихся затратах на фото и видеохостинг невозможно. ВКонтакте все еще воздерживался от рекламы, но задействовал другие инструменты получения прибыли. Начали с возможности повышать личный рейтинг посредством платных СМС-сообщений. Далее представили платный сервис «Подарки». Заплати и пришли другу виртуальную открытку или вещь. Виртуальную валюту продавали за живые деньги. И все же выручка была недостаточна для окупаемости сайта, поэтому летом 2008 года на нем появилась реклама, а также возможность размещения игр и других платных сервисов. Размещение на сайте игр и онлайн-приложений независимыми разработчиками дает им возможность зарабатывать деньги от продажи доступа и виртуальных игровых атрибутов.
Часть этих денег идет социальной сети. Эта достаточно популярная среди подобных сайтов практика принесла ВКонтакте в 2009 году $10 миллионов только за счет игры «Счастливый фермер». Весной 2011 года в руках DST, которая сейчас именуется Mail.ru Group, находился миноритарный пакет акций 32,5%, и это единственный сторонний инвестор проекта. Менеджеры Mail.ru Group неоднократно заявляли о намерении полного выкупа акций и объединении ВКонтакте с Mail.ru и Одноклассники.ру. Однако эти заявления отвергались Дуровым. По его словам, нет планов изменять текущего положения дел, при котором основателям ВКонтакте принадлежит контрольный пакет акций. Миноритарная доля, принадлежащая Mail.ru Group, не позволяет ему влиять на стратегию сайта, и эта ситуация сохранится. Кроме того, Павел опять делает ударение на том, что главной целью ВКонтакте остается не финансовое обогащение, и что ресурс на сегодняшний день размещает минимум рекламы по сравнению с остальными бесплатными сетями. В 2011 году оценка стоимости компании составила около $2 миллиардов. Сейчас аудитория ВКонтакте продолжает расти. По количеству пользователей и трафику сайт по-прежнему обгоняет Одноклассники, Мой мир и русскоязычный сегмент Facebook. На данный момент компания активно выходит на мировой рынок. Обойти Facebook они планируют с помощью удовлетворения национальных потребностей жителей конкретной страны. Вместе с тем существуют и пессимистические прогнозы, связанные с падением популярности социальных сетей в целом. У истоков проекта, конечно же, стоял легендарный Павел Дуров, а также его брат Николай, математик, в свое время много сделавший для оптимизации нагрузок на серверы и впоследствии занявший пост технического директора. Сейчас коллектив творцов ВКонтакте – это круг единомышленников-программистов, среди которых много университетских друзей Дурова. В компанию, как правило, могут попасть только лучшие, самые-самые отличники, выпускники престижных вузов и победители олимпиад. Одним словом, мастера своего дела. Место для их работы выбрано подходящее. В самом центре Санкт-Петербурга, на главной магистрали города, напротив Казанского собора, находится офис компании ВКонтакте, куда он переехал спустя 3 года после начала работы. Вид офиса вполне соответствует ее статусу. В 2011 году сотрудники ВКонтакте заняли первое место в Европе на Всемирном чемпионате по программированию. Алексей Левин, Валентин Фондоратов и Арсений Смирнов представляли Санкт-Петербургский государственный университет и получили золотую медаль, а также 4-е место в мире. В 2001 году первое место на этом чемпионате завоевывал Николай Дуров. Вот, собственно, далеко не полная, но впечатляющая история создания ВКонтакте. История успеха одного из самых удачных интернет-проектов Рунета. Напиши в комментариях под этим видео, если пользуешься контактом, а также ставь большой палец вверх и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о брендах, которые ты любишь.